Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно рада приветствовать скорпионов, тех, кто рожден под этим знаком зодиака, потому что видео будет посвящено именно им. Мы рассмотрим основные сферы вашей жизни в феврале, какой будет общая атмосфера февраля для скорпионов, работа, финансы, личная жизнь, ну и, конечно, совет и предостережение. Выбирать позицию не нужно, у нас будет один общий вариант для всех скорпионов. И давайте, начиная с общей атмосферы, посмотрим, что же ждать представителям этого знака зодиака в феврале. Так, общая атмосфера февраля для скорпионов. Движение вперед, стремление вперед. У кого-то поездки, переезды, командировки, у большинства выход на новый уровень. Многие заключат брак, многие вступят в официальные отношения, либо выведут имеющиеся отношения на новый какой-то виток, на новый какой-то уровень, в новую главу. Не исключены трудности, но если вы их преодолеете, то вам уже ничего не будет страшно. Потому что преодолев вот этот вот рубеж, да, перейдя этот Рубикон, вам уже ничего не будет страшно, вам все будет по плечу. То, что вы делаете правильно. Карта дерева. Укрепление, процветание, врастание корнями вот именно в благодатную почву очень плодотворно и продуктивно. Плюс вы в дальнейшем будете собирать, пожинать плоды того, что вы сейчас делаете. Прекрасный февраль для скорпионов. Единственное, конечно, что вот эти трудности, давайте сейчас посмотрим при разборе каждой сферы, посмотрим детально, где именно эти трудности будут и как с ними бороться. Но февраль для скорпионов обещает быть прекрасным, замечательным, хорошим. Стремление к целям, достижение намеченного и укрепление имеющихся позиций. Причем абсолютно во всех отношениях, во всех сферах. Теперь давайте посмотрим сферу работы скорпионов в феврале. Сфера работы. Вам нравится то, что вы делаете, вы работаете с удовольствием, вы в ресурсе. Вы прям вот знаете, карта сила, да. Кто-то, грубо говоря, работает на износ, да, в полную силу, прям с удовольствием, с рвением. Но даже если вот можно сказать, что на износ, даже если можно сказать, что вы устаете, вы получаете от этого огромный кайф, огромное удовольствие. Плюс вы прорабатываете какие-то, ну, можно сказать, свои слабые стороны, которые нуждаются в доработке, которые нуждаются в каких-то, знаете, вот особых нюансов, особых моментов. Все, что вы делаете правильно в сфере работы. Тройка жезлов — это, знаете, вот открытые дороги, это новые какие-то проекты, планы. Не тот процесс, когда вы именно, вот знаете, вот уже вступили в этот виток и пошли. Вы планируете то, что вы будете делать в будущем. Вы получаете хорошую прибыль от того, что вы делаете, от своей работы, и наслаждаетесь этим, кайфуете этим. У большинства здесь, знаете, вот либо работа на себя, либо работа в отдельном кабинете, да, то есть вы сами по себе, вы ни от кого не зависите. Если и зависите, то здесь весьма условная такая зависимость от людей, от обстоятельств. По сути, вы сами себе хозяева, сами себе хозяйка, сами себе хозяин. Плюс, смотрите, у многих в работе, либо через работу, могут появиться какие-то, знаете, приятные знакомства, либо приятные взаимодействия, поскольку выходит фигура кубкового короля. Это символ того, что придется поработать с мужчиной. Причем мужчина очень положительно к вам настроен, очень положительно к вам расположен. И именно от него вы можете почерпнуть такой, знаете, важный ресурс, который будет помогать вам в движении дальше по вашей карьерной лестнице, по вашей рабочей дороге, по вашему рабочему пути. Карта Маг, все в ваших руках. Все, что вы планируете в феврале относительно работы, обязательно вы реализуете. Единственное, что для большинства это будет просто, как, знаете, вот
планирование на будущее, планирование того, что вы будете реализовывать непосредственно в дальнейшем. Укрепление каких-то позиций, выстраивание каких-то планов. Но здесь все хорошо, нет потерь, нет конфликтов, нет препятствий. В сфере работы все замечательно, чудесно. Совсем справляетесь. Более того, вы наслаждаетесь тем, что вы делаете. Что с финансами? Ну, здесь уже по работе видно, что с финансами все хорошо, что касается доходов. А у вас тенденция к росту прибыли. Плюс через мужчину у вас открываются какие-то возможности для того, чтобы вашу прибыль вам увеличить. У многих расходы на дорогу, на поездки, на, возможно, транспорт. Ну, как правило, это путешествия. Да, карта мир, шестерка мечей, путешествия, поездки, переезды. Еще и колесница на обороте. Расходы на все, что связано с транспортом. Кто-то ремонтирует машину, кто-то покупает, кто-то тюнингует, кто-то летит отдыхать, либо едет в какое-то путешествие. В целом, если говорить про доходы, здесь доходы растут. Здесь прям, знаете, вот в геометрической прогрессии они увеличиваются. Причем, повторюсь, у многих это благодаря сотрудничеству, благодаря партнерству с мужчиной, с мужской фигурой. У кого-то через вот эту мужскую фигуру, но в любом случае здесь именно рост финансов. Причем, вы знаете, ни одной пентаклевой карты здесь не выходит. Здесь в основном Пентакли, собственно, деньги именно в рабочей сфере, да, то есть через сферу работы, через сферу вот именно рабочей деятельности к вам приходят деньги, а вы их умеете как-то, вы знаете, либо вложить, инвестировать, либо создать такие условия, когда не просто набить карманы, а распорядиться ими очень умело, с пользой для себя, с пользой для дела, с пользой для своего развития, окружения, событий, которые происходят в вашей жизни и так далее. Вот, наконец-то восьмерка пентаклей. Да, здесь деньги через работу, через ваш труд, причем вы получаете их с умом и, соответственно, тратите, вкладываете их тоже с умом. Поэтому здесь в этой сфере у скорпионов все замечательно. Удивительно, откуда гора. Давайте посмотрим личную жизнь. Что в личной жизни у скорпионов? Шестерка пентаклей. Скорее всего, такой, знаете, уже долгосрочный союз. Новых людей в вашей жизни я не вижу. Смотрите, для тех, кто один, здесь велика вероятность того, что вернется человек из прошлого и будет возможность вывести отношения с ним на новый уровень. Возможно, это на почве какой-то совместной деятельности, работы, партнерства и так далее. Но здесь выбор за вами. Двойка пентаклей. Можно туда, можно сюда. Можно вот прям, знаете, вот как хотите, так и делаете. Для тех, кто в постоянных стабильных отношениях, опять же, новых людей в вашей жизни я не вижу, хотя могут какие-то звоночки из прошлого быть, и тем самым поставить вас вот как будто перед выбором. То ли продолжать текущие отношения, то ли как-то вот отдать предпочтение тому, кто явился из прошлого. И это может стать действительно трудностью, вот этой вот горой, тем препятствием для того, чтобы вот решить, куда идти. Но в целом здесь отдаете предпочтение тому человеку, с которым можно либо заключить семейный союз, либо вывести отношения на новый уровень и настраиваться уже на процветание в дальнейшем. Знаете, это вот как посадить дерево для того, чтобы в дальнейшем собирать плоды. Расставаний не вижу. Каких-то кризисных ситуаций не вижу. Самый кризис для вас будет в том, чтобы выбрать направление. Выбрать, с кем идти, куда идти, как идти. Вообще шестерка кубков – это символ долгосрочности. Тот человек, с которым вы находитесь в отношениях, либо вот будете взаимодействовать, его вы знаете достаточно давно. То, что было между вами ранее. То, что есть на сегодняшний день между вами.
оно имеет значение для вас и в прошлом, и в настоящем, и будет иметь значение для вас также в будущем. Поэтому здесь, что касается любви, вы знаете, вот как-то ровно стабильно. И даже вот этот выход на новый виток, даже заключение вот этих вот официальных отношений у кого-то, сильно не поменяет ничего в вашей жизни. Все равно все зависит от вас, все равно можете выбирать. Есть моменты, которые, вот повторюсь, через время, через расстояние вы проносите с собой. Да, у большинства здесь все-таки отыгрывается заключение официальных отношений. Десятка кубков — это карта семьи. Да, совершенно верно. Посмотрите, какие карты. Десятка кубков, страшный суд, император. Поздравляю, скорпионы, всех, кто выходит замуж в этом месяце. Двигайтесь в нужном направлении, двигайтесь в правильном направлении. Единственное, что здесь, вот знаете, как вопрос может становиться, а нужно вообще? Что это мне даст-то? Я что-то вообще приобрету? Все же и так было хорошо. Такое ощущение, что вот здесь у многих может отыгрываться такое, что жили-жили долго вместе и решили там скучно, ну давай поженимся, ну давай поженимся. Вот, ну давай на новый виток, ну давай на новый виток. Вот как-то так. Но какие-то другие возможности вы, естественно, отпускаете. Это связано с тем, что может напомнить о себе человек из прошлого. Поэтому здесь, собственно, вот именно так и отыгрывается гора у скорпионов в феврале. Тем не менее, месяц для вас прекрасный. Давайте посмотрим, к чему стремиться скорпионам в феврале. К чему стремиться? Пятерка мечей. Идите к намеченной цели любой ценой. Пусть ничего вас не сбивает с толку. Семья, в правильном направлении идете. Те, кто ждет рождения детей, наступления беременности, двигаетесь правильно. Карта правосудия. Официальные документы, решение различного рода вопросов, заключение официальных договоров, соглашений, браков. Все да, однозначно да. Стремитесь к счастью, стремитесь к семье, стремитесь к тому, что являлось изначально всегда вашей целью, потому что карта всадника — это вот как раз-таки движение вперед к цели. А чего остерегаться скорпионам? В феврале чего остерегаться? Семерка кубков. Иллюзий. Страхи, иллюзии, фантазии, все, что зыбко, все, что не имеет почвы, отбрасывайте. У кого-то, вот знаете, семерка кубков очень часто отыгрывается, как, знаете, пребывание в измененном состоянии, даже через алкоголь. Не пейте, пусть февраль для вас будет месяцем таким безалкогольным. Либо, если придется употреблять алкоголь, здесь держите ситуацию под контролем для того, чтобы не потерять голову. Все, что касается семьи, опять же, десятка пентаклей, все, что связано с семьей, 7 раз отметьте, 1 отрежьте. И смотрите, рыцарь кубков — это романтика. Вот здесь действительно предпочтение нужно отдать семье, и всякого рода бабочки в животе, они могут порхать, может напомнить кто-то из прошлого о себе, сказать красивые слова. Важно стремиться к тому, что является истинным. Важно уйти от иллюзий и обрести почву под ногами. А почву под ногами вы можете обрести через официальные крепкие отношения, либо через тот союз, который, знаете, имеет под собой какую-то прочную основу. Именно этот момент и является той самой горой, десятка жезлов, карта гора, о которой было сказано в начале. Ничего не бойтесь, страхи здесь просто лишние, страхи здесь просто ненужные. Скорее всего, в тех отношениях, которые имеют шанс, имеют возможность стать официальными, были и взлеты, и падения, и ссоры, и обиды. Простите, простите, отпустите, сделайте выводы, благодаря которым вы на те грабли, которые уже били вас по лбу, сделайте выводы, которые позволят вам не наступить на эти грабли снова. Вынесите нужные уроки и откажитесь от всего лишнего, ненужного. Да, карта Иерофант. Двигайтесь в правильном направлении. Для вас это духовный рост, для вас это личностный рост. Это то, что принесет вам успех и благополучие. Вот такой будет февраль для скорпионов. В
целом замечательный. Знаете, как очередная проверка на прочность, как очередной рубеж, очередной экзамен, который вы пройдете великолепно, блестяще на 5 с плюсом. Уважаемые скорпионы, благодарю всех за просмотр. Буду рада, благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.